Привет, дорогие друзья! Вы на канале Яхта на колесах. Меня зовут Александр. Сегодня у нас в обзоре еще одна новинка нашего прокатного парка. Весна идет, каждый день становится все жарче. Это значит, что пора подумать про отпуск. Автодомов не бесконечное количество, поэтому бронировать нужно уже сейчас. И вашему вниманию классная новая модель на 7 человек на новом 9-ступенчатом автомате Adria Coral XS 670 DK. Базовый автомобиль по-прежнему Fiat Ducato, заказали 160 сил, автомат, само собой кондиционер, подушки безопасности водителей и пассажиров в кабине, кожаная отделка, шторки на кабину и на двери и на лобовое стекло, запас топлива 90 литров и где-то раз в 2-3 тысячи надо будет доливать AdBlue, вот эта жидкость, которая помогает нам сохранять природу, вроде как. 2 газовых баллона уже установлены, по-моему, с завода они приехали с нами, потому что в этой машине мне пришлось немножко пожить на задней полке. Сейчас я вам покажу, как у меня все это проходило. Краш-сенсор стоит, можно использовать газовое оборудование в движении, ну, имеется в виду греть салон. Потому что холодильник в движении будет работать от 12 вольт, а газовой плитой пользоваться, ну, вроде как нельзя, надо быть пристегнутым. Биотуалет стандартный на 20 литров. Ну, вы много раз уже видели эту кассету. Она с колесиками вот таким образом извлекается и сливается туда, куда положено. Часто спрашивают, а куда типа можно слить? А я говорю, что смотрите отдельное видео на канале, там все будет рассказано, ссылка в описании. Значит, в задней части классика жанра, двухъярусная кровать и багажное отделение. Если нужно место побольше, то поднимаем нижнюю полку и получаем объем в 2 раза больше, чем обычно. Закрываем. Интерьер здесь, конечно, потемнее. Если вы помните и смотрели прошлый обзор, вот ссылка, пускай вот будет здесь, там автодом стоил 19 тысяч рублей в сутки, а этот будет стоить 22. Разница в 3000 рублей. Что мы получаем? Как минимум мы получаем занавеску. В том автодоме ее не было. Здесь есть. То есть альков, в котором у нас находится вот 2 спальных места. Теперь как отдельная комната выглядит. Интерьер, я бы не сказал, что он намного так бы практичнее, как-то технически здесь выигрывает. Даже вот помните, я вам рассказывал про раскладные спинки, которые вот в дорожном положении дают вам опору под поясницу. Здесь их нет, здесь просто сделали подушки потолще. Вот не знаю, надо попробовать. Честно говоря, разницы особо вот так на вид нету, а в жизни может все быть по-другому. Столовая, детская, столовая для взрослых раскладываются, но, смотрите, помимо основной спальной площади есть еще дополнительная, которая получается вот за счет вот этого расширения. Стол тоже складывается, расширяется, и здесь укладывается набор подушек специальных. То есть у вас здесь будет полноценная двухспальная кровать. Такой трансформации в автодоме за 19 тысяч рублей в сутки не было, друзья. Вот, начинаем прибавлять. Здесь, соответственно, тоже делается большая кровать, в том числе для взрослого человека. То же самое, как было в Sunliving. Столик складываем, укладываем подушки, и получается спальное место. И проход, в принципе, остается. Можно будет выходить на улицу. Немножко по-другому здесь выглядит вот вариант расположения телевизора. Здесь есть специальный ящик для установки кронштейна. Разводка под 220 вольт, под 12 вольт и антенну. То есть
ставится специальный кронштейн, который отсюда, в общем, выезжает вниз, и вы смотрите телевизор. Двигаемся дальше, друзья. Ну, освещение практически то же самое. Здесь его немножко побольше, именно вот этого светодиодных лент. Их здесь больше, их в 2 раза. Дальше. Входная дверь посложнее выглядит, но здесь опять же нету, допустим, крючков. Там были крючки. Вот все, знаете, и плюс, и минус. Да? Дверь, с одной стороны, интереснее тем, что она закрывается изнутри вот таким простым движением, и также можно сразу захлопнуть дверь, утопив эту рукоятку. Там, в Sunliving, этого сделать было невозможно. Значит, отопитель здесь тоже турбогаз. Над входной дверью у этого автодома располагается пульт контроля и управления. Здесь мы включаем общее питание автодома, проверяем запас воды, выключаем свет. Доп. Оборудование может быть здесь тоже подведено под кнопки. Ну и более богатая, так скажем, информация вам тут предоставляется. Можно посмотреть, сколько температуры внутри и снаружи автодома и какая идет разрядка в данный момент. Допустим, если у вас подключен автодом к внешнему питанию 220 вольт, вы отслеживаете, что аккумулятор у вас, допустим, сейчас заряжаются и все в порядке. Ну и пульт управления отопителем Трума здесь уже цифровой, в отличие от автодома в предыдущем обзоре. Ну, немножко он, так скажем, посложнее, может быть, в управлении, но зато больше информации, больше вариативностей по настройке климата внутри. Ну, просто даже можно выставить не просто температуру от 1 до 5, а конкретно установить температуру в салоне, желаемую вот, на данный момент времени. В принципе, друзья, по гостиным мы с вами поняли, что здесь особо никаких отличий нету. Те самые 4 места в большой столовой группе и 2 места здесь, на маленькой. 1 человек здесь едет с ремнем безопасности. Если вы сядете здесь, то это уже движение будет незаконно. Все, друзья, значит, двигаемся дальше, и я покажу вам санузел. Ну что ж, туалетный модуль, друзья, стандартный. В Кораллах, в принципе, никогда проблем не было с этим помещением. Здесь просторно, есть отдельная душевая с держателем, есть даже специальная полочка для того, чтобы поставить туда гель для душа. Здесь более красивая зато раковина вот для умывания, чаша такая, видите, прям модная. Прям все, прям лофт. Туалетный модуль тоже, в принципе, довольно-таки просторный. Есть штуковина такая, куда мы наливаем мыло для рук, большое зеркало и шкаф для умывальных принадлежностей со скрытой фурнитурой. Все, друзья, закрываем. Здесь все понятно. Кухонный модуль здесь немножко побольше. Мы видим вот по этому расстоянию и понимаем, что да, здесь еще что-то можно поставить. А в Sunliving, помните, была такая подъемная панелька дополнительная. Ну, в принципе, места достаточно. Тем более, если вы не готовите, можете использовать всю площадь этого стола. А готовить, пожалуйста, 3 комфорки разного диаметра с пьезоподжигом. Все как мы любим. Значит, здесь, соответственно, тоже много ящиков. И они разделены, так скажем, вот если в Sunliving было 2 ящика просто отдельных, да, то здесь их 3. Вот решили сделать верхний, наверное, для каких-нибудь столовых приборов и 2 ящика для кастрюль и сковородок. В принципе, ну, немножко другая фурнитура, доводчики какие-то как-то помягче работают, более корректно, что ли. А так вот ящики, не знаю, даже, наверное, когда они плоские и их больше, наверное, так лучше. Все-таки разложил все по разным местам, все лежит, вот. Они валяются там в куче, да, в большом. Значит, все здесь хорошо. И есть вытяжка, друзья. Подвесные ящики, в принципе, такого же объема. И вот, смотрите, полочка еще для специй. Пожалуйста, можно поставить сюда соль, перец, какие-то пакетики там с лаврушечкой, да, или там с чем-то еще, с хмели-сунели, что мы там любим добавлять в салаты. Холодильник точно такой же. Тедфорд работает от 12 вольт, от 220, либо от газа, когда мы стоим на стоянке. Вверху лючок. Ну, вряд ли сюда можно вставить какую-нибудь микроволновку, может быть, специальную для этого места. Но я таких, честно говоря, не встречал. Ну что ж, мы с вами подобрались уже к заднему спальному месту. Если помните,
В прошлом автомобиле за 19 тысяч рублей в сутки не было ни одной занавески. Здесь они везде. Я вам по секрету скажу, как в начале ролика я об этом объявил, я на этой машине ехал с завода, и это было мое спальное место. Мне, в принципе, здесь очень понравилось. Я зашторился на шторку, если нужно было подышать воздухом, я открывал заднюю форточку, закрывал ее на антимоскитную сетку и как бы создавал себе свой микроклимат. Потому что здесь, допустим, мой сосед любил, чтобы было пожарче, и наваливал в печку так хорошенечко газку, чтобы она здесь это все раскалила, прям как в сауне. Мне так не нравится. Я открывал окошко, закрывал шторку, и мне было хорошо. Здесь также под кроватью находится багажное отделение, заглянуть в него можно вот через этот лючок заодно. Ну и здесь у меня за спиной мне остается показать вам гардероб. По-моему, немножко поменьше он, чем в Sunliving, но вот как мне кажется, визуально поменьше. Да, вот здесь спряталась такая вот штуковина для сушки посуды и крышка для мойки. Вот так это все должно работать. Ну, то есть помыли посуду, сюда ее поставили, она стекла, вы водичку вылили в окно, и все. А на этой доске можно резать какую-нибудь колбасу или хлеб. Вот. Открываю, потому что машина пойдет в прокат все равно. Вот. А если вам не нужна, допустим, мойка, а нужно дополнительное пространство на столе, вот, пожалуйста, поставили сюда, закрыли и пользуемся по своему усмотрению. В принципе, все, друзья. Стандартная комплектация таких машин. У нас было много в этой планировке. Все они очень хорошо себя зарекомендовали, и люди полюбили эту планировку за то, что здесь высокий потолок, много спальных мест, есть возможность сесть в гостиной, вот, допустим, непогода, холодно или просто зима. Все 7 человек могут разместиться здесь в гостиной, потому что в некоторых автодомах, которые рассчитаны там на 6-7 мест, на самом деле в гостиной могут поместиться всего лишь 4 человека. Здесь все по-честному, 7 мест на всех путешественников. Мне больше добавить нечего. Смотрите полное описание этого автодома и условия аренды по ссылке в описании к видео. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Это канал Яхта на колесах. Меня зовут Александр. Пожалуйста, отдыхайте этим летом хорошо и заранее бронируйте новые модели в нашем прокатном парке. До новых встреч. Пока.